И снова здравствуйте! Мы продолжаем обзор теплоаккумулирующих дровяных каминов. И в этом выпуске мы рассмотрим финский угловой камин КТУ 1130/3D. Эта модель одна из наиболее компактных угловых каминов финского производителя Tuulikivy. На мой взгляд, очень аккуратная и занимает минимум места. А если посмотреть на характеристики данного камина, то стоит отметить, что эта малышка рассчитана на площадь до 60 метров квадратных при высоте потолков 2,5-2,7 метра. После протопки он должен греть до 22 часов, судя по информации производителя. А достаточно маленькая энергоемкость 30 кВт-час объясняется тем, что вес теплоаккумулирующего камня талькомагнезита в этом камине всего 1040 кг. Напоминаю, чем тяжелее печь, тем больше тепла она будет накапливать, и тем дольше она будет его отдавать. Но с другой стороны, по этой же причине, этот камин выходит на 100% мощности примерно через час 50 минут. У него достаточно высокий КПД 80%. В камине установлена система вихревой топки. Этот камин можно дополнить электрическими тенами для поддержания температуры как в отсутствии хозяина, так и для использования более дешевой ночной энергии. Дверца камина имеет одну створку со стеклом эркерной формы. В нашем прошлом обзоре про каминопечь ТЛУ 2637/11 мы уже встречались с подобной формой. Хочу продемонстрировать, как тихо она открывается. Внутри используются кардиеритовые керамические пластины, а сама топка сделана из талькомагнезита. По моему мнению, использование этих пластин очень удачная мысль, так как во время активного горения, когда подбрасываешь поленья, кардиерит защищает талькомагнезит от механических повреждений. Топка камина имеет следующие характеристики. Ширина 33 см, глубина до стекла 38 см, высота 46 см. В этой модели одна из самых маленьких топок, поэтому использование дверцы эркерной формы здесь особенно актуально. Эта дверца визуально компенсирует данный недостаток, а на выходе мы получаем обзорную часть стекла в 50 см, высотой 29 см. Для протопки этого камина нам потребуется 8,5 кг дров, а укладываются они в 2-3 закладки. Сейчас я вам в двух словах опишу особенности розжига вихревой топки. Для начала проверяем наличие или отсутствие пепла на колосниковой решетке и в зольнике. При необходимости очищаем. Складываем дрова в топку на колосниковую решетку. Тянем регулятор колосниковой решетки на себя для большего поступления воздуха. На поддувальной дверце есть специальные отверстия, которые при розжиге должны быть также открыты. Все это делается на стадии розжига, так как для начала горения нужно как можно больше воздуха. Ранее система «Чистое стекло» работала иначе. С тех пор на лицевой части камина осталась одна интересная деталь. Точнее, на дверце. Вот она. До создания вихревой топки Tuulikivy подача воздуха для системы «Чистое стекло» происходила сверху. Позже конструкцию дверок так и не поменяли. Поэтому этот рычаг в данное время не используется. Когда дрова уже разгорелись, можно закрыть рычаг колосниковой решетки. И воздух, который ранее поступал через колосниковую решетку снизу, начинает поступать через специальное отверстие между кардиеритовыми пластинами в среднюю часть пламени. Таким образом активируется система вторичного дожига. Также в этот момент начинает работать система «Чистое стекло», где подача воздуха происходит вдоль стекла снизу, отсекая при этом копоть и частицы пыли, которые могли бы осесть на стекле. На стадии углей нужно опять открыть регулятор колосниковой решетки, для чего тянем его на себя. В этот момент в топку опять поступает большее количество воздуха для полного прогорания углей. Когда угли прогорели полностью,
закрываем регулятор колосниковой решетки и отверстие в поддувальной дверце. Теперь мы можем закрыть шиберную заслонку, чтобы тепло не уходило в дымоход, а нагревало помещение. Стандартно у этого камина нижнее подключение дымохода, но существует возможность верхнего подключения по центру. Варианты обозначены красными линиями на схеме. Камин чаще всего устанавливается в углу помещения, и для него требуется фундамент. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.